В этой серии я брею ноги, загораю в стрингах, смотрю, как машины сдают вправо, преследую фитнес-бикини, подсматриваю порносъемку и оказываюсь на соревнованиях по бодибилдингу. Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. Мы на открытом чемпионате Северо-Запада России, по-другому называется Кубок Санкт-Петербурга. Собственно, я здесь участвую, готовился к этому турниру 2 года, как вернулся с армии. Отдельно хочу сказать спасибо моим спонсорам, мебельной компании Flat. Они поддержали мою подготовку, эту безумную идею подготовиться к соревнованиям, к таким крупным соревнованиям на кето-диете и без использования фармакологии. Что же, мы делаем это впервые. Увидите, что из этого получилось. Не буду вас больше задерживать. Приятного просмотра. Самое бесячее для меня во всей этой затее – это сбрить всю растительность на теле, иначе автозагар плохо ляжет. Сначала в дело идет триммер, а уже потом я убираю остатки волос бритвой. В местах, где остались даже маленькие волоски, соревновательный грим будет скапливаться и выглядеть грязным. Сначала я оплачиваю стартовый взнос, тут он составляет 2500 рублей, и членский взнос на год в размере 1000 рублей. Нанесение автозагара стоит 5000 рублей. В последнее время на крупных соревнованиях также проводится предварительный просмотр атлетов. Хотя эта процедура позволяет дисквалифицировать совсем плохо подготовившихся и расставить предварительные баллы, на самом деле она не обязательна. И больше нужна для самих атлетов и зрителей в зале и на онлайн-трансляции. Тут все равно выходят не все, а на сцену в итоге попадет каждый заплативший. Классический бодибилдинг до 175. Есть, да? Затем замер роста и взвешивание для проверки соответствия выбранной категории. Далее получение соревновательного номера и регистрация музыки для финала. На случай, если в категории будет немного человек и я смогу туда попасть. И Никита Покрышкин. Моя категория классический бодибилдинг до 175 сантиметров. Пропорции спереди. В ней важно соотношение веса к росту. Полоборота направо. Например, в моей ростовой вес должен быть не более плюс 4 килограммов от роста, то есть максимум 79 килограммов. Полоборота направо. Мой вес тут всего 75 килограммов, поскольку я готовлюсь без фармакологии и после долгой паузы восстанавливал форму с нуля. Полоборота направо. Спасибо, фронтально. И бицепс спереди. Спасибо, широчайший спереди. Раньше я выступал в бодибилдинге до 80 килограммов. Спасибо, бицепс сбоку. В бодибилдинге, в отличие от классического бодибилдинга, единственное ограничение – это вес, из-за чего категория заметно выше по уровню, так как спортсмены могут быть разного роста и комплекции. Спасибо, бицепс сзади. Спасибо, широчайшие сзади. Спасибо, трицепс сбоку. Пресс бедро. Спасибо, фронтально. Павел Анатольевич. Вопросов к спортсменам нет. Все, спасибо, ребят.
А вот, например, известный в России атлет, чемпион мира Александр Мартынкин из категории свыше 100 килограммов. Спасибо, широчайший спереди. Александр Мартынкин, категория свыше 100 килограмм. Спасибо, бицепс сбоку. Накануне он выиграл чемпионат Азии и совсем скоро заберет титул абсолютного чемпиона этого турнира. Спасибо, бицепс сзади. Для таких атлетов это проходные соревнования, чтобы забрать призовые деньги, поскольку вся подготовка и разъезды по соревнованиям выходят в копеечку. За победу в абсолютной категории он унесет всего лишь 100 тысяч рублей. Спасибо, широчайшие сзади. Спасибо, трицепс сбоку. Спасибо, пресс бедро. Спасибо, Сани, свою любимую произвольную позу. За несколько часов до выступления спортсмены наносят автозагар. Так лучше виден рельеф. До 2011 года это была грязная масляная субстанция, которую наносили прямо до выхода на сцену, и она сильно пачкалась. Кстати, я был одним из первых, кто затестировал новый грим у нас в России. На моих первых соревнованиях на чемпионате Калининградской области 2011 года, когда все по привычке использовали старый грим, я заказал в интернете новый автозагар, который недавно разрешили использовать по желанию, и с помощью брата нанес несколько слоев за день до турнира. На следующий год старый грим запретили, и все перешли на новый. Организаций, которые наносили такой грим, еще не было, поэтому спортсмены сами покупали баночку такого спрея и варежку, чтобы растирать автозагар по телу. Раньше, а в Америке до сих пор, первый слой этого автозагара наносили за день до турнира, так как он становится темнее за несколько часов, и второй утром в день соревнований. Если честно, я удивился, узнав, что все слои теперь наносятся за несколько часов до выхода. Так как времени до выхода остается недолго, мы сушим автозагар у вентилятора, параллельно наблюдая за ходом соревнований онлайн. В этот раз отменили несколько категорий, и выход каждой категории перенесли на пару часов назад. Естественно, никто из спортсменов в курсе не был. Некоторые начинают загрузку быстрыми углеводами и натрием, тем, что не ели несколько месяцев, чтобы наполнились мышцы, а вены распухли еще больше. Как правило, это рисовые хлебцы с вареной сгущенкой и чипсы.
Но я готовился на кето-диете и не ел углеводы несколько лет, поэтому не рискую данным способом, так как еще не знаю, как может отреагировать мое тело. Но, кстати, я поел быстрые углеводы позже после соревнований, и эффект был весьма хороший для мышц и вен. Примерно через час мне наносят второй и финальный слой загара. Оставшееся время до старта спортсмены отдыхают закинутыми ногами. Это для того, чтобы часть крови с ног перетекло в туловище, а когда спортсмен встанет и пойдет пампиться перед сценой, ноги покроются взбухшими венами и будут выглядеть еще более сухими. Чтобы грим не потек и быстрее высох, в комнате прохладно, плюс замерзаешь от вентиляторов. Поэтому я отдыхаю в одежде, чтобы согреться и мышцы были более наполнены от крови. Особо подготовленные используют даже одеяло и меховые тапки. Подходит время выступления, и я начинаю пампить мышцы. Делаю упражнения на разные мышечные группы, чтобы нагнать в них больше крови, они увеличились и выглядели еще больше на сцене. Многие из вас, кто регулярно тренируется, наверняка отмечал, что после тренировки мышцы выглядят больше. Наша задача создать эффект посттренировки, но при этом сильно не забить мышцы, чтобы они остались пластичны для позирования и их не сводило, так как в организме все еще мало воды и натрия. И, наконец, this is showtime, как говорили у нас на Западе. Несколько месяцев тяжелой подготовки позади, и все ради этих 5 минут на сцене и пары красивых фоточек. Призовые деньги дают далеко не всем. В классическом бодибилдинге это 45, 25 и 15 тысяч рублей за первое, второе, третье место соответственно. Но только в абсолютной категории. То есть в моей категории 175 сантиметров 11 человек. Тот, кто станет первым, все еще ничего, кроме кубка, медали и грамоты, не получит, а пойдет бороться в абсолютное первенство среди победителей каждой ростовой категории. Номер 101. Покрышкин Никита, Ленинградская область. И став там, например, последним, заберет только 15 тысяч. И то потому, что на этих соревнованиях были всего 3 ростовые категории. Увы, но это спорт не про деньги. Оценка пропорций, встаем фронтально. Первое сравнение в порядке номеров участников. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо, встаем фронтально. Сравнение в обязательных положениях. Двойной бицепс спереди. Широчайшая. Бицепс сбоку.
Двойной бицепс сзади. Широчайшая. Трицепс сбоку. Пресс бедро. Спасибо. Просьба спортсменов занять свои места. Второе сравнение согласно набранным баллам в первом сравнении. То есть, если тебя не вызвали во втором сравнении сразу, то, вероятно, ты не в первой пятерке. Начинаем сравнение. Мой вызов за борьбу с 5 по 8 место. И тут я окажусь последним. Двойной бицепс спереди. Широчайшая. Бицепс сбоку. Двойной бицепс сзади. Широчайшая. Трицепс. Пресс бедро. Свой путь в бодибилдинге я давно завершил. На данном этапе моей целью было не оказаться последним, обойти как можно больше участников без использования фармакологии в этой неравной борьбе, так как допинг-контроля тут нет. Протестировать подготовку на кето-диете и сделать достойную форму, учитывая все факторы. Судить вам. Итак, вот и закончился Кубок Санкт-Петербурга по бодибилдингу 2022 года. Мы заняли на нем 7-е место в категории классический бодибилдинг до 175 сантиметров из 10 участников. Собственно, получилось обойти 3 спортсменов без использования фармакологии и на кето-диета. Я считаю, это крутой результат. Вы можете писать в комментариях, что думаете вы о моей форме, что стоит улучшить, в каком направлении поработать. Я надеюсь, что от сезона к сезону мы будем только совершенствоваться и попробуем этот эксперимент снова. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайк и комментарии по теме. Всем йоу, чуваки! И до скорого! Фу! Мебельной компании Flat. Это премиум компания, которая делает мебель премиум качества. Премиум компания, премиум качество. Классно, да? Я сказал премиум в КВ, премиум X2 в Дельте премиум. Кето-диете и без использования фармакологии. Что же мы делаем это впервые, поэтому то, что такая... Бля, там уже будет не очень. Ну-ка, выткни. А люди это посмотрят и пойдут жрать. Ну давай, рассказывай мне теперь про диету, про свою. Это все no sugar added. Вот это протеиновое белковое суфле.